Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. 4 июня на сходке в Трабзоне 45-летний вор в законе Автандил Тугуши, более известный в криминальной среде как Авто Самтрецкий, в установленном порядке зафиксировал свои претензии в отношении коснувшихся его коллег Варлама Кухианидзе и Миндии Горадзе. Через своих доверенных лиц последние пообещали явиться на сходку, которая назначена на начало июля. Судя по месту общего сбора, и что уже ни для кого не секрет, в намерении покачать против своих обидчиков Авто заручился всемирной поддержкой лично Тариэла Аниани, который с его также рассчитывает поквитаться с Лавасоглы и Ватией за нанесенное ему физическое и моральное унижение. Напомним, 5 марта в Польше в присутствии еще 3 воров Авто Самтрецкий был избит, сначала Ватией, а потом и Лавасоглы, и объявлен ими вором. Как водится у грузин, Тугуши поплатился за длинный язык, за которым, в отличие от него, в тот вечер бдительно следили его сотрапезники нарочно, чтобы найти повод для ссоры. Вероятнее всего, низложение Авто не было спонтанным, но было заранее спланировано по указанию кого-то, намного более влиятельного, кто стоял и за дальнейшими акциями Лавасоглы и Ватии. На этом неприятности Авто не закончились. Спустя неделю на него было совершено неудавшееся покушение. Учитывая личность вора, которому Авто неблагоразумно перешел дорогу, если бы впоследствии не Тариэла его кровная заинтересованность в успехе Тугуши, Авто едва ли имел хоть какие-то шансы остаться не только в семье, но и в живых. Убрав красиво с трассы Авто, еще через месяц Лавасогла и Ватия также легко и непринужденно торпедировали Тариэла. Примечательно, что повод, по которому состоялась их встреча, не имел никакого отношения к Авто, как сейчас это пытаются преподнести сторонники Тариэла, ушедшего от воров с опущенной головой. Поскольку Тариэл, будучи, по мнению Лаши и других, изначально не вором, первым набросился и ударил вора Ватию, его ситуация, в отличие от Авто, гораздо более сложная для решения. В связи с этим Тариэлу было бы выгодно, чтобы Лавасогла и Ватия остались не ворами без его непосредственного участия для того, как очередь дойдет до Тариэла. Как бы то ни было, отсутствие личной реакции Тариэла лишний раз вопит о его слабости. Наверняка, окажись в похожем положении Шакра или Джанга, Лавасогла и Ватия были бы уже не собеседники. Тариэла же пока хватило только на то, чтобы в своем кругу пригрозить распечатать тюбики с вазелином, приготовленные для Лавасоглы и Ватии, если те не извинятся. Мало кто знает, что уже после случившегося инцидента Тариэл еще раз встречался с Миндией и предлагал ему извиниться, но Миндия ответил категорическим отказом. Возможно, это доказывает, что в сложившихся обстоятельствах Лавасогла и Ватия себе не хозяева. По словам пессимистично настроенного источника, Миндию может спасти только добровольная посадка. Помимо Авто и Тариэла, с Лавасоглы хотят спросить за то, что по его милости улицу в Батуми контролируют не блатные, а грузинская мечта. Что касается будущей сходки, в ее преддверии воры гадают, осмелится ли Авто, даже имея за своей спиной Тариэла, предъявить не только тем, кто его избил, но и тому, кто пытался убить.